Наша планета на 70% состоит из воды. На сегодняшний день около 95% водных просторов остаются малоизученными или неизученными вовсе. Основная масса всех существ, живущих в морях и океанах, обитают на глубине не более 50 метров. В мировом океане живут множество удивительных существ, которые отлично себя чувствуют на огромной глубине. Им не мешает ни высокое давление, ни кромешная тьма, ни недостаток пищи, ни всего лишь пару градусов тепла. Особенности глубоководных существ определяются их условиями обитания. Самое основное их отличие – упрощенная организация, плоское тело и длинные конечности. Здесь можно встретить иглокожих, моллюсков, ракообразных, планктонных организмов. Давайте знакомиться с самыми невероятными глубоководными жителями. Самая глубоководная рыба, обнаруженная в 2014 году на дне Марианской впадины, называется Псеудолипарис свирей или марианский морской слизень. Этот глубоководный обитатель является хищником и был зафиксирован на глубине 8200 метров. Его длина составляет около 10 сантиметров. Рыба-капля. Этот глубоководный обитатель уж очень отличается от обычных рыб и выглядит будто пришелец или монстр из фантастических фильмов. Размер рыбы-капли не более 30 сантиметров. Обитает она на дне океана рядом с Тасманией и Австралией. Эта рыба спереди имеет отросток, который очень напоминает нос человека, по бокам расположены глаза. Эта рыба практически не имеет мускулатуры и похожа на слизня. Ее образ жизни весьма схож с ленивцем. Рыба-капля медленно плавает, надеясь, что мелкая добыча сама попадет в ее открытый рот. А вот о своей безопасности это существо может не беспокоиться. Рыба-капля абсолютно несъедобна, тем не менее она находится на грани исчезновения. Акула из аниме. В 2018 году американские ученые обнаружили новый вид глубоководной акулы – Скуалус кларка. Эта рыба имеет огромные удивительные глаза, напоминающие пришельца или героя аниме. Свое название акула получила в честь Юджины Кларк, морского биолога, которая первая из женщин исследовала акул. Обитает такая акула в западной части Атлантики и в Мексиканском заливе. Ее длина около 70 сантиметров. Все 20 видов акул скуалус нуждаются в защите и в изучении. Японский краб-паук. Эти существа обитают у побережья Японии. Встретить их можно на глубине от 50 до 300 метров. Вес японского краба-паука может достигать 40 килограммов. Выглядят крабы весьма фантастично и устрашающе, ведь размах его лап составляет около 3 метров, а может достигать и 3-7 метров. Еще впечатляет то, что по предположениям ученых, эти удивительные существа могут жить до 100 лет. Морской нетопырь. Этот глубоководный житель по своему внешнему виду очень далек от обычных рыб. Он вовсе на них не похож и даже не умеет плавать. Тем не менее, морской нетопырь – это рыба, которая передвигается по дну благодаря своим плавникам, очень напоминающим ноги. Обитает эта рыба в теплых водах Мирового океана на большой глубине. Самые крупные особи могут достигать до полуметра в длину. Морской нетопырь – хищник, который приманивает мелкую рыбу благодаря луковице на голове, имеющей особый запах. На этот запах и приплывает рыбешка, ракообразные и черви. А нетопырь сидит в засаде. Когда добыча находится близко, нетопырь хватает ее. Плащеносная реликтовая акула. Эта акула обитает на глубине 1500 метров и поэтому практически не встречается с людьми. На мелководье лишь в 2007 году была найдена такая акула, которая через пару часов транспортировки умерла. Длина такой особи была 160 сантиметров. Ученые выявили сходство с вымершими предками времен динозавров. Зубатковые рыбы. Эта фантастическая рыба относится к семейству Анархишадидае. Обитает зубатковая рыба на глубине до 500 метров в скалистых глубинах. Особенность этого существа – оно может растягиваться до 1,5 метра в длину. У этих хищников крепкие зубы, которые помогают им дробить моллюсков, морских ежей и крабов. У зубатковой рыбы множество названий: дьявольская рыба, морской волк, волчий угорь, океанский сом, морской кот, гигантская изопода. Это ракообразное существо можно встретить на дне Индийского, Тихого и Атлантического океанов на глубине от 170 до 2000 метров.
Гигантская изопода питается падалью, мертвой рыбой, китами, кальмарами. Пищей для изоподы могут стать круглые черви, морские огурцы и губки, но могут и атаковать хищников крупнее себя. Гигантские изоподы самые крупные ракообразные. Их размеры объясняются низкими температурами, когда клетки организма увеличиваются и увеличивается продолжительность жизни. Эти существа растут всю свою жизнь, достигая в длину до 36 сантиметров. Самая крупная из изопод, которую удалось поймать, весила 1,7 килограммов и в длину достигала 76 сантиметров. Малоротая макропинна – это глубоководная рыба с уникальным анатомическим и довольно хрупким строением. Рыба имеет мягкую прозрачную голову и бочковидные глаза, сенсорные органы, которые могут выдвигаться и вращаться. Тихоокеанский пиявка-рот. Это существо обитает в Тихом океане на глубине до 1 километра. В случае опасности пиявка-рот способен выделять огромное количество слизи. Пиявка-роты – падальщики. Их часто можно увидеть на теле погибшего существа. Именно благодаря им морское дно не превратилось в помойку. Эти санитары очищают дно от трупов погибших животных. Обыкновенная луна-рыба. Эта рыба является самой тяжелой рыбой и занесена в Книгу рекордов Гиннесса с весом в 2235 килограмм, длиной 3 метра 100 сантиметров, высотой 4 метра 26 сантиметров. Эта рыба обитает на глубине до 850 метров и совсем не опасна для человека, несмотря на свои огромные размеры. Батизаурус. Это существо обитает на глубине от 600 до 3500 метров и относится к глубоководным ящероголовым. Это один из самых опасных глубоководных хищников, который пожирает все на своем пути. В длину батизаурус достигает 50-65 сантиметров. Даже язык этого существа имеет острые клыки. Сельдяной король или обыкновенная ремень-рыба. Эту рыбу можно встретить в Тихом, Индийском и Атлантическом океане. Самая крупная особь была занесена в Книгу рекордов Гиннесса. Ее длина достигала 11 метров, а вес – 272 килограмма. Это почти несъедобная рыба. Даже животные часто отказываются от ее мяса. Рыба-гадюка является одной из самых страшных и безжалостных глубоководных хищников. Обитает на глубине 2800 метров. Ее зубы похожи на клыки, которые даже не помещаются во рту. Этот хищник на огромной скорости подплывает к своей жертве и вонзается в нее. Рыба-гадюка может проглотить рыбу крупнее себя благодаря растягивающемуся желудку. Она имеет светящуюся приманку на конце позвоночника, благодаря которой легко получает добычу. Гигантская сифонофора. Это существо представляет собой большую колонию организмов, которые называются зооидами. Если поднять сифонофор на поверхность, ее тело распадается на части, ведь скелет удерживается только благодаря огромному давлению. Именно поэтому невозможно было идентифицировать это существо, ведь пойманные сифонофоры похожи на капли желатина, в длину достигают до полуметра. Большерот. Эта рыба обитает на глубине 3000 метров и носит еще одно название – пеликановый угорь. Главная особенность – огромный рот, который превышает размеры тела рыбы. Это помогает большероту проглотить добычу большего размера, чем он сам. В длину достигает около 70 сантиметров. Акула домовой. С этой акулой можно встретиться на глубине до 200 метров. Из-за своего специфического внешнего вида эту акулу называют гоблин-акула. Самая крупная особь весила более 200 килограммов, а длина ее тела была 3 метра 80 сантиметров. Эта акула практически не изучена учеными, так как науке пока известно лишь 40 ее особей. Глубоководный морской черт. Это существо выглядит точно монстр из фантастического фильма. Науке известно более 200 видов морских чертей, которые обитают на дне Антарктического и Атлантического океанов. Морской черт приманивает добычу светящимся позвоночником. Благодаря большому рту он может проглотить добычу вдвое больше себя.
Женские особи морского черта больше по размеру, а мужские особи по мере роста теряют способность переваривать пищу. Поэтому он вгрызается в тело самки и становится паразитом, распыляющим сперму и прикрепленным к самке. Кальмар-поросенок. Это существо обитает на глубине 100 метров и выглядит довольно мило. Они имеют практически прозрачное тело и светящиеся органы, которые называются фотофорами, и располагаются под глазами. Меланоцет Джонсона. Это существо обитает на глубине до 4,5 тысяч метров во всех океанах. Самка этой рыбы значительно крупнее самца и вырастает до 18 сантиметров, тогда как самец лишь до 3 сантиметров. Меланоцет имеет светящуюся приманку, которая напоминает удочку и помогает охотиться. Мокрица, пожирающая язык. Весьма пугающее и необычное существо, которое является ракообразным паразитом. Мокрицы цепляются к языку своей жертвы, пятнистому люциану, и высасывает всю кровь из языка. Когда язык атрофируется, мокрица становится новым языком и питается остатками пищи люциана. Люциану этот процесс практически не приносит дискомфорта. Он продолжает нормально существовать и дальше. Рыба-лев впервые была замечена на берегах Флориды в 90-х годах 20-го столетия. Эти рыбы представляют опасность для других видов, ведь они поедают все вокруг. Рыбы-львы имеют длинные шипы, защищающие их от хищников. Хотя хищниками для них являются такие же рыбы-львы, которые считаются каннибалами. Представляет серьезную опасность для людей, ведь их яд может стать смертельным для людей с болезнями сердца или с аллергическими реакциями. Длинноногий саблезуб. Этот монстр обитает на глубине до 5 километров, а мальки плавают недалеко от поверхности воды. Взрослые особи очень отличаются от мальков, что раньше ученые даже считали их разными видами. В длину хищный саблезуб вырастает до 18 сантиметров. Гигантский кальмар. Эти существа обитают на глубине более 2000 метров и в длину достигают до 10 метров. Максимальный вес известной науки составлял 495 килограммов. В среднем размер такого кальмара 8 метров. Они используют свои длинные щупальцы для ловли добычи. Кива хирсута. Это ракообразное существо обитает на глубине более 2 километров. Встретить его можно в Тихом океане. Кажется, что рак покрыт мехом, ведь все конечности и грудь этого существа покрыты щетинками. Удалось выловить всего лишь одну особь на глубине 2200 метров. Идиоканты. Эти рыбы живут на глубине до 4 километров. Длина самок в разы больше, до 40 сантиметров. Самцы достигают в длину до 7 сантиметров. Самки идиокантов являются хищниками. Они легко справляются с более крупной добычей, ведь их рот и желудок может растягиваться. Нижняя челюсть может выдвигаться вперед и опускаться вниз. Самцы этого вида вообще не едят, они существуют лишь для размножения. Хаулиоды. Эти существа обитают на глубине до 4000 метров. Они имеют отросток с фотофором для приманивания добычи. Они весьма схожи с идиокантами, и их рот и желудок могут растягиваться, что позволяет питаться далеко не каждый день. Черный живоглот. Обитает в субтропических и тропических водах океанов. Это существо способно заглатывать добычу целиком и гораздо больших размеров, чем он сам, благодаря растягивающемуся желудку. В длину живоглот достигает около 15 сантиметров. Гигантская амеба является одноклеточным организмом и обитает на глубине более 10 километров. В длину это существо достигает до 10 сантиметров и содержит ядовитые вещества – уран, ртуть и свинец. Гигантские амебы фильтруют и перерабатывают ил. Таким образом, другие организмы могут существовать на дне. Шестижабровая акула. Эту рыбу часто называют коровья акула из-за крупного телосложения. В длину достигает до 5 метров, опускается на глубину до 2500 метров, а ночью поднимается на поверхность в поисках добычи. Может питаться крабами, скатами, тюленями и другими акулами. Тихоходки. Эти беспозвоночные существа очень выносливы. Они легко приспосабливаются к любым условиям. Дно океана, лед, горячие источники. Тихоходки выживают даже после воздействия радиации, ультрафиолета и даже в открытом космосе.
Все это возможно благодаря тому, что тихоходки могут впадать в анабиоз и удалять воду из тела. Их размеры уменьшаются, а тело покрывается восковой оболочкой. Кальмар-вампир. Этот глубоководный обитатель вполне комфортно себя чувствует на глубине более 3 километров. Этот кальмар сохранил в себе сходство со своими предками, которые жили более 300 миллионов лет назад. Гигантские трубочные черви. Эти беспозвоночные существа обитают на дне океана с высоким уровнем сероводорода. Они любят низкие температуры и полную темноту. Большая красная медуза. Это существо относится к семейству Ульмаридае. Эти существа отличаются большими размерами, до 1 метра в длину. Свои бледно-красные щупальца медуза использует для ловли добычи. Звездочет. Эти ужасающие внешние существа еще и очень опасны. Они имеют 2 ядовитых шипа, которыми поражают жертву, внезапно выныривая из песка. Эти рыбы электрические, поэтому встреча с ними может закончиться очень плохо. Угорь-пеликан или угорь-гулпер. Это глубоководное существо редко попадает людям на глаза. Угорь-пеликан выглядит довольно странно и способен заглатывать добычу намного крупнее его самого. Гигантская акула или акула мегамата встречается крайне редко. Была обнаружена в 1976 году. Главная особенность этой рыбы – огромная пасть, позволяющая легко заглатывать мелкую рыбу и планктон. Химера. Этих рыб еще называют акулами-призраками. Встретить их можно на глубине до 2500 метров. Сейчас науке известно 50 видов химер. Они имеют ядовитые шипы для защиты. Питаются химеры в основном иглокожими и моллюсками, другими рыбами или даже своими сородичами. Как видите, глубоководный мир весьма разнообразен, местами пугающий и даже фантастический. На большой глубине обитает огромное количество существ, от безобидных до самых опасных. Этот подводный мир так и остается малоизученным в силу невозможности человека так просто добраться на огромную глубину. Будем надеяться, что современные технологии и последние разработки ученых позволят в скором времени лучше изучить этот удивительный глубоководный мир. Было интересно? Тогда скорее жми на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем до встречи!